Привет! Вот сколько себя помню, ПАМу всегда отличались своим оригинальным подходом к зарядным кейсам. То сделают его в виде свитка с кожаной крышкой, то в виде старинных карманных часов, а то и вовсе похожими на маленькую портативную колонку. Но если кейсы по большей части были действительно разнообразными, то вот сами наушники в них укладывали более-менее стандартного форм-фактора. Но в сегодняшней модели они пошли чуть дальше и решили поэкспериментировать над дизайном самой гарнитуры. Признаюсь, получилось интересно, но вот насколько это практично и самое главное эффективно, я сейчас расскажу. Итак, сегодня на обзоре беспроводные наушники PAMU Nano. Поставляются наушники в черной коробке из плотного картона, которая покрыта белой глянцевой обложкой с изображением самого устройства на лицевой стороне. Внутри тебя встречает зарядный кейс и отдельно уложенная пара наушников, а также небольшая коробочка с аксессуарами. Здесь у нас имеется кабель для зарядки, мультиязычная инструкция, к сожалению, без русского языка, неизменный мешочек для переноски из кожи молодого дракона и довольно нестандартное количество разноразмерных насадок. Такой подход к амбушюрам мне отчасти понятен, ведь звуководы на наушниках не очень обычные, подобрать что-то стороннее будет практически невозможно. И вот забегая немного вперед, скажу сразу, даже самый большой размер этих насадок лично мне не подошел. Зарядный кейс открывается по типу пудреницы и выполнен в лучшем духе компании, то есть, как ты уже заметил, весьма оригинально. Он полностью покрыт полуматовой краской, а в верхней части крышки имеется небольшая прямоугольная вставка, перетянутая акустической тканью. В данном окошке сквозь эту материю можно лицезреть четырехточечный индикатор уровня заряда, по 25% на каждую точку. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. Габаритные размеры зарядного кредла по длине, ширине и высоте составляют 58 на 55 и на 28 мм соответственно. Его вес с наушниками внутри получается 56 грамм, без 46. Внутри установлен аккумуляторный блок на 450 мАч, а в каждом наушнике трудится по 45. Время зарядки гарнитуры от кейса получается примерно час-час 20, а сам кейс от 0 до 100% пополнит энергию по проводу в течение 2 часов. Что характерно, помимо проводного способа, наушники можно зарядить и беспроводным. Катушка встроена в нижнюю часть корпуса. Как я и сказал в самом начале, сами наушники имеют довольно оригинальное исполнение, которое отдаленно напоминает форм-фактор КЗшных ТВС-ок. Корпуса выполнены в виде эдаких слепков ушных раковин, и могу сказать, что сама форма в целом удобная. Они садятся плотно и не выпадают. Вот только комплектные амбушюры на этот раз, увы, подвели. Какие-то они слишком мягкие и тонкие. Они не создают должного вакуума в ушах. От того, чтобы почувствовать все нюансы качества звучания, мне постоянно приходилось наушники придавливать руками, ведь стандартные насадки отсюда просто слетают. Посадочные кольца звуководов слишком узкие. А ведь на самом деле, если размер тебе подойдет, то звучание точно порадует. За его передачу здесь отвечает аудиокодек aptX посредством куалкомовского чипа QCC3020. Да, он не новый, но детальность выдавать умеет. Причем, что характерно, со смартфоном Realme Narza 30 на МТК-шном процессоре наушники также играют по aptX. Разумеется, чего-то феноменального от них ожидать не стоит, бюджет не тот. Но если, как и я, ты уделяешь особое внимание деталям и всевозможным высокочастотным примочкам в музыкальных композициях, то звучание PAMU Nano тебя не оставит равнодушным. Опять же, при должной посадке баса здесь хватает. Но не скажу, что наушники басхедные. В целом, частотная картина не нова. Такое я уже где-то слышал. И тем не менее, наушники сами по себе можно считать мультижанровыми. Для большинства музыкальных направлений они должны подойти. Тем более, что и с запасом по громкости тут все в порядке. В моем тесте автономности на 100% наушники отыграли 4 часа и 38 минут. Ну а прямо сейчас я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают встроенные в наушники микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках PAMU Nano. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда сдувает порывами ветер, плюс еще присутствует шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Ну и, собственно, примерно можно прикинуть, как тебе будет слушаться безветик при вот таком сценарии использования, когда ты будешь с ним разговаривать с открытыми окнами, проезжая где-то на скорости 70 км в час на автомобиле. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот так вот. Она потихонечку набирает обороты, и буквально через 5-6 секунд у меня в салоне будет стоять очень сильный шум, искусственно созданный. Фрагмент этого шума я тебе специально сейчас ставлю, чтобы послушать, при каких условиях данный тест проводится.
Ну и вот примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты, к примеру, будешь находиться в каком-то шумном помещении, ну или просто будешь в машине обогреваться печкой зимой. Как-то так это все работает. Но вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Pamu Nano. Вот таким образом они звучат в парке. Здесь сейчас такой легенький ветерочек есть. Больше никаких шумов не имеется. В принципе, машина здесь не ездит. То есть как бы такая тихая, спокойная обстановочка, при которой, в принципе, вот можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам, ну, находясь вот в каком-то подобном месте, в такой вот локации. Наушники подключаются к смартфону по изъятию их из кейса. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Не могу сказать, что переподключение в монорежим тут бесшовное, ведь задержка в несколько секунд во время данного процесса все же имеет место быть. Помимо всего прочего, наушники имеют защиту от влаги по классу IPX6. По функциям управления медиаплеером тут все зашито на постоянку. Приложение для данной модели не работает и переназначить жесты никак нельзя. Одинарный тап на любом из наушников отвечает за плей-паузу. Двойной по правому переключает треки вперед, а то же действие по левому почему-то вызывает ассистента. Перемотки назад в наушниках нет, а по удержанию пальца на сенсоре с наушников можно регулировать громкость. Правый наушник крутит в плюс, левый в минус. Датчики автопаузы на борту отсутствуют, что печально, особенно учитывая стоимость наушников. Игрового режима на борту также нет. Аудиокодек aptX хоть немного изглаживает ситуацию с задержкой звука, но не так чтобы сильно. Мой результат в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile составил 240-320 миллисекунд. Поиграть при таких раскладах, конечно, можно, но без особого комфорта. За связь отвечает Bluetooth модуль версии 5.0. И вот на открытой местности, без особых помех, с телефоном в кармане джинс полет был отличным. А вот в густонаселенных локациях, в частности на ЖД вокзале, пару раз мелкие фрезы поймать у меня получилось. Ну и подводя некий итог, буду рассуждать по себе. Самое слабое место данной модели — это амбушюры, ведь подбор сторонних насадок может стать серьезной проблемой, а без должной посадки хорошего звука ты из них не услышишь. По остальным же параметрам Pamu Nano крепкий такой середнячок в довольно оригинальном исполнении. И вот на этой прекрасной ноте у меня все. Я благодарю тебя за просмотр и увидимся с тобой уже в следующих моих видео. Пока-пока.